Девчонки, я всех приветствую, кто присоединяется к нашей прямой трансляции. Всем доброго утра. Напишите, что по поводу качества звука и видео, пожалуйста. Сейчас подождем, пока все подтянутся, и будем начинать. Добрый вечер. Завтра у нас замечательный день. Как раз 4 дня. Кто в теме по последним моим прямым эфирам, те понимают, о чем я сейчас говорю. И момент по поводу ритуала, который сегодня я буду проводить. Во всяком случае, я сейчас пытаюсь это сделать. Так, по поводу ритуала. Птичек, собачек, кошечек, бездомных. Свечу моему роду и вашему. Все как обычно. Дальше в храмы, пожалуйста, кто ходит, кто общается с божествами, им тоже подношение. Все на ваше согласно ваших наработок. Всем вечер добрый. Немножечко все будет идти не по плану. Ритуал, короче говоря, тематика ритуала – защита от недоброжелателей. Сейчас, ребят, секунду, мне надо это активировать. Посмотрим сегодня, что с вашей чакровой системой и что с чакровой системой вашего недруга. Сегодня будет нестандартный подход и еще пару секунд. Видите, с толкача идем. Не подготовила я дополнительное огниво. Ну ничего, тяжело начинаем, хорошо, пойдем дальше. Во всяком случае, на это надежда есть. Помимо защиты в ритуале еще есть кое-что. Есть кое-какой сюрприз врагам. Поэтому, собственно говоря, и вот такие подготовительные моменты. Посмотрим, если что, обновим. Итак.
Итак, все ждут завтрашнего дня. Все помнят мой расклад насчет 4 дней. Я уже сделала прогноз на неделю. Прогноз на следующую неделю будет необычным. Неделя из жизни недоброжелателей он будет называться. Каждый день именно о них, о интересных личностях. И вот уже завтра, так как он у меня готов, я уже в курсе, как раз соответствует моему раскладу под номером 272. Итак, сегодня немного не по плану будем идти, не так, как всегда. Еще одна новая колода попросилась в эту схему. Именно на этот расклад, ну, значит, мы ее и будем использовать. Определяйтесь, кто ваш там недоброжелатель. Всем, кто присоединяется, добрый вечер. Очень тяженько, ребятки. Очень тяженько все запускается. А еще я вам хочу сказать, у кого-то перебит финансовый канал. Судя по тому, что я вижу. Причем от слова совсем. Так. Продолжим. Сейчас я сделаю выкладку, определюсь, какая стопка из двух будет для адекватных, осознанных, а какая будет для недоброжелателей. Итак, проверяйте вашу интуицию. Напишите мне, пожалуйста, сразу недругов смотрим или сразу вас? Как раз и свеча разгорелась. Жду ваших сообщений. Кого сразу смотрим? Все в традициях, да? Сразу нас. Хорошо, тогда это недоброжелатели, это... Понеслась. Первая чакра, отлично. Вторая, отлично. Третья, отлично. Четвертая, на сердечную влияют. Пятая, на ура. Шестая, переход. Седьмая, здесь идут
Краднички, краднички на 7-ю чакру присутствуют. Сейчас будем разбирать. Связь с высшими силами не нравится ваша кому-то. Не влазит одна карта, да? Надеюсь, всем видно. Я ее потом положу. Смотрите, пытаются содрать ваших ангелов-хранителей, фамильяров и тех, кто вам помогает. Вашу защиту. Почему? Потому что ваша защита в идеальнейшем состоянии. Причем у кого-то, давайте так, ребят, расклад общий, да? Не каждому подойдет. Здесь у кого-то есть такая защита, которую вот мало кто знает. Для всех остальных защита в идеальном состоянии. Вы четко знаете, кто на вас когда нападает и для чего. Кто готовится, кто планирует, для чего это делается, с какой целью. Вы как будто видите в будущее задолго до того, как на вас нападут. Как вариант. Смотрите, кто-то пытается за счет лицемерия ваше пространство допрогнуть. Это однозначно. Есть какая-то лицемерная подлюка. Возможно, которая не проявляется, но заподлит. Сейчас посмотрим, что здесь. Да, у кого-то есть скрытый умысел. Так, ребята, глядите. Кто-то вас куда-то как будто направляет на какой-то определенный путь. Вот обратите на это внимание, кто это и что это. И что на самом деле ребятки хотят от вас. И эта личность. Нет, это не то. Давайте сейчас посмотрим, может найдем. Император. Диндон. Это император, который, кстати, может каким бы то ни было образом за вашей стабильностью следить, просматривать вас, кому-то обращаться, либо шароебиться, пардон меня, на каналах Ютуба по вот этим раскладам. Пытается вас читать. На какой-то путь вас хочет направить. Но вы в стабильности находитесь. Вам как-то это получается у него вообще это. Да нет, у вас защита. Так, 2-я чакра. Все хорошо, но здесь есть сплетни, девочки. Здесь, коль у нас выпался император, будем от этого и отталкиваться. Здесь мужик. Хотя не факт, может быть и женщина, которая в таких властных энергиях. То есть она мужик в доме, понимаете? То есть она как бы баба, но мужик. Все по ее должно быть. Она власть, она закон, она порядок. Якобы она прочный фундамент семьи. Смотрите, по 2-й чакре. Очень много сплетен. Я даже сейчас уточню. Сплетни. Здесь знаете, о чем сплетни? Откуда у вас столько энергии, откуда ваша сила и с кем вы, извините меня, спите, в каких позах, для чего, кто ваш партнер, почему вы с ним, где вы его нашли, кем он может работать. Если люди доподлинно не знают, кто может быть вашей второй половиной, люди начинают выдумывать. Почему они это делают? Потому что, во-первых, судят по себе,
Во-вторых, девочки, те, кто сами, ну, с усами, как говорится, да? И вы прекрасно знаете, что вы, давайте будем называть все своими именами, не насосали, не на... Поняли меня, да? Здесь очень большая зависть идет к этому. Огромная зависть. Потому что хотелось бы знать, а как же ж это так вы сумели и смогли? Кто свою вторую чакру чистил? Здесь... хорошая перспектива для беременности. Здесь, понимаете, прям мусолят, с кем вы спите, вот хоть убейте, понимаете, вот с кем вы спите. Если было бы возможность, этот бы ваш недоброжелатель влез бы, понимаете, к вам в окно, не знаю, куда-нибудь влез бы и подсмотрел, кто это и как вы занимаетесь этим всем. Да, здесь человек, кстати, ваш недоброжелатель получил по нижним чакрам. Проблемы могут быть по-мужски, по-женски, и поэтому идет злость. И обсуждалова вот это вот. А что у вас по этим, понимаете, моментам? У вас классно все по второй чакре, но здесь вот прям энергетика мужика, который бы хотел бы с вами, возможно, уже не может, но прям вот белка, а с кем вы спите? Так, третья чакра, тоже все хорошо. Что-то вы создаете, над чем-то трудитесь, работаете. В творчестве можете пребывать, знаете, понемножечку, по чуть-чуть, день за днем, но работа идет, и вы создаете нечто. Здесь какие-то известия вам еще будут. По третье, отлично, у вас свежий взгляд, огонь вам помощь, идите за своей музой, за творческой искрой, исследуйте что-то новое. У вас какие-то открытия еще будут в денежном плане. Вот открытие ожидайте однозначно. Возможно, вы откроете в себе какой-то потенциал, новый навык, не знаю я. Будет известие от жадных людей. Они из-за своей жадности хотели бы забрать то, что имеете вы, присвоить даже ваше умение, ваше творчество, понимаете, начнет повторять. Будьте к этому готовы. Но вы, в принципе, о них узнаете. А их вам как подсветят прям в пространстве. Так, четвертая чакра. Тут, в принципе, знаете, глубоко копать, смысла особого нет. Здесь все, в принципе, хорошо. Пока что. Да, здесь либо заказная работа, либо кто-то сам магию херовертит на вашу сердечную чакру, подцепиться хотят. Но здесь ваша духовность на определенном уровне вибраций, и не получается. Да, предки духи рода вас защищают от этого всего. Вас хотели бы в жертву принести, да, чтобы вы своими планами, идеями, здоровьем, своим путем жизненным, понимаете? Вообще всем своим пожертвовали. Ради какого-то благополучия. Да вам откровение было о работе на кладбище по вашу душу. О чем здесь еще? Возможно, даже когда вы работали на погосте, для кого это актуально, вам прям там откровения и пришли. Кто, зачем, почему. Так, пятая чакра. Через время что-то будет. Пятая чакра тоже отлично. Здесь все чакры хорошо. Шестая сейчас уточню. И седьмую уточню. Здесь кто-то хотел бы, чтобы вы свою творческую деятельность остановили сами.
чтобы вы как-то, знаете, отложили принятие каких-то решений. Но дело в том, что вы как бы идете своим путем, и, ну, собаки лают, караван идет. Да, девочки, здесь хотели бы заблокировать вашу семью. То, что вы вносите в семью. Еще здесь блокировку эмоций идет. Чтобы, знаете, какой момент хотят? Чтобы вы боялись проявить свое творчество. Вот, давайте так, будет более точно. Потому что здесь и на семью, чтобы вас не слышали, не прислушивались. Те же дети, родители, близкие, друзья, жены, мужья. Так, немножечко подождите, у вас идет новая жизнь, абсолютно кардинально новая. У вас будет либо наставник, либо вы к кому-то будете обращаться, либо это предки, духи рода кого-то к вам приведут, но я больше... Сейчас, секунду. У кого-то будут новые договора в плане магии, в плане рода. А кто-то, возможно, обратится к кому-то. Да, за помощью, за поддержкой, потому что там нужно будет вас как обучить чему-то, вы захотите обучаться, просто как вариант. Не обязательно это магия, это может быть что угодно. Курсы кройки и шитья или слесаря-моториста, неважно. Так, 6-я чакра. Проклятие. Баланс вы держите. Завершается проклятие. Насчет любовных вот этих привязок, приворотов, и опоев, кормов и тому подобное. Здесь вы выходите на новый уровень всего, что касается самовыражения, любви, своих эмоций. Вы открываете свое сердце, вы впускаете счастье. Какая-то скотопадла знала о том, что виделась, читала, либо ей было показано на мантике. Понимает, что вас уже не догнать, не достать, и в принципе, вы уже очень далеко. У вас будут дары судьбы. Здесь четко по 6-й чакре, те, кто на вас накидывали проклятие, смотрите, ребят, здесь родовая отработка. Тот, кто накидывал, они как будто бы усугубили, вы проснулись и начали развитие свое дальше. Вы идете к дарам судьбы. И вы как будто отработали родовое что-то, понимаете? Здесь реально завершение, когда приходилось, знаете, вот всегда вот как-то балансировать между и между, в любых аспектах. Когда были третьи лица, когда кто-то мешал, когда вот эти прицепки на сердечную чакру, понимаете, вот, валят, потому что кто-то хочет подавить вашу волю. И не обязательно это бывшие, поверьте. Там есть подруженцы, которые еще хлеще, чем бывшие. Кто-то знал, что вам дано. Понимаете, здесь вам такое ощущение, что изначально именно вы могли, то есть вы родились, вы пришли в эту семью, в свою, для того, чтобы переломить ход, структуру сценариев рода, жизни, по линии женщин, либо по линии мужчин. У каждого свое. И кто-то это считывал заранее, и поэтому вас и бомбили, и учили, и пинали, и кидали, и швыряли. Понимаете, учили по жизни. Здесь вы уходите от этого проклятия. Возможно, родовое было проклятие, кто-то в роду херовертил, да, а вы вот, смогли переломить ход этого всего.
У вас теперь есть оберег от тех людей, которые, в принципе, ничего из себя не представляют, которые любят ломать волю другим, особенно в работе через храмы. У вас защита. Но это не умаляет того факта, что кто-то в вашем роду натворил таких чудес. Возможно, даже и вы в прошлой жизни. Я не буду сюда лезть, это общий расклад. Просто как варианты вам озвучиваю. Здесь какой-то глобальный переворот, понимаете? И ваши недоброжелатели, они как будто бы вам в плюс сработали. И вот теперь вы это можете осознать доподлинно. Так, 7-я чакра. Вы получаете ключи. Давайте посмотрим в двух аспектах насчет крадников. Крадники обнуляются. Какие ключи получаете? Мальчики и девочки, для всех из вас актуально то, что вы встретите достойного партнера по жизни, вы встретите достойных друзей, достойных людей. Понимаете, вот насколько вы умеете заботиться, настолько будут заботиться и о вас. Не всякая вот эта поебень, которая только пользуется вашим ресурсом и потом рассказывает, что оно всего добилось само. Либо начинает с вами тягаться пиписьками. Нет. Все, с этими людьми у вас покончено. Таких больше не будет. Здесь у вас, понимаете, как безденежье было, отсутствие любви, отсутствие каких бы то ни было. То есть, знаете, когда ни в плюс, ни в минус. Вот живешь как бы, ну, и не сильно радуешься, и особо не печалишься. То есть этот период, знаете, ну, можно отследить очень легко по человеку, который говорит, да мне все равно, на все вообще все равно. Вот эти все вопросы закрываются. Да, Паш Пентаклей. Ребята, но это Паш Пентаклей. Понимаете, да? Новое начинание, мечты, осуществляйте свои. У вас есть сильное желание, вот вперед туда. Ставьте себе новые цели, обучайтесь. И вот здесь вам будет поддержка. От людей, которые такие же, как вы. Если, конечно, ну, вы соответствуете этому раскладу. Когда вы чувствуете эмоции других людей, проявляете чуткость, они проявляют ее вам. Когда это на равных, понимаете? А не так, что вы спрашиваете, допустим, у человека. Если вот, допустим, те же друзья заболели, да, вы звоните, пишете, приезжаете, помогаете, а когда что-то у вас, оно занято, блядь. У него приоритеты вот такого толка. И причем, ну, для них это норма. Опять же таки, просто как пример. Все, такой помойки рядом с вами больше не будет. Так что здесь, ребята, по 7-й чакре не крадники. Крадники обнулены. Я вообще не знаю, что сегодня за расклад, но это джекпот. Здесь все чакры в идеале. Ну как в идеале? Совсем идеально это тоже ненормально, сами понимаете. Но здесь все идет вверх. Да тут у вас такие ребята стоят. Тут по 7-й чакре мне показывают, что вам прям приносят новости, известия о том, какие подселенцы, какие неупокоенные, с какой отравой к вам идут, кому кто обращается, кому кто лжет о вас, понимаете? Кто хочет на вас свои проблемы перекинуть, кому уже отмщение полетело. Кто помыслил какое-то предательство. Причем здесь, знаете, новые люди, значит, на канале есть.
Потому что здесь новые вибрации идут, новые энергии. Здесь прям, понимаете, кто-то вот подумал только вам на заподлить, щелк. Только не по носу, а так, знаете, так, ну, сразу лопатой по голове, а потом и мечом по шее. То есть здесь есть предупредительный и контрольный. Все. Между не дано. Так что, господа, я усіх торжественно вітаю. Кто с украинским языком, как бы, ну, торжественно, короче, всех поздравляю я. Что здесь еще сказать? Такого расклада еще у нас не было. Напишите, пожалуйста, как у вас вообще это проигрывается, соответствует ли. Пока я здесь сгребу это и почитаю, что вы мне писали. Так, это сюда. Здесь кто-то конкретно проработал. Затыки родовые, прям на ура. Я понимаю, кстати, заметила такую тенденцию, ребят. Вот эти все слащавые расклады, прям аж ссутся в комментариях люди, но я не любитель такого, то есть, как есть, я так и говорю. Если есть то, где, ну, надо подтереть ситуацию, да, потому что как-то нехорошо, я это и буду озвучивать. Но сегодня реально вот все хорошо. Так, недоброжелатели. Сейчас посмотрим, что у них. Вот кто на моем канале уже давно, девочки, мальчики, вы прекрасно знаете, что на чакровом раскладе такого у нас еще не было. Это называется подготовленный к затмению, то есть реально позакрывали гештальты конкретно. Вот кто-то из вас конкретно обрубил кого-то. Да, Надежда, вот насчет рядом постоял бы, это прям, ну, помешанный какой-то мужичонка. Ну, видимо, у самого уже не стояк, так хоть посмотрю, понимаете? Ну, там серьезно, там с головой непорядок конкретно у человека. Если же это какой-то маг-практик, не бывший, девочки, смотрите. Это человек, который хотел бы ваш ресурс. Поняли, да? Конкретно. Прям все узнать о вас, всю подноготную, чтобы, ну, как-то с вас его подстянуть. Всем добрый вечер. Я з якого краю? Зі свого рідного. Не скажу, что родина, но одно из важных мест для Богдана Хмельницкого. Оттуда я. Ну, родом. Вот и отлично, что сразу меры предприняли. Светлана, понимаете, там походу вот болт у этого императорка, императору, как я их называю, походу там и обвис, так что не надо ему этого. Нет, 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 пусть вот походит с вот таким вот. Так, хорошо. Едем-ка дальше по недоброжелателям.
вот видите, вы благодаря этому магу, НК, и узнали, что у вас есть, ну, вещи, которые вот другим не дано получить, и есть что ценить, давайте я так скажу. Ну что, девочки и мальчики, я же сказала, по второй чакре висит у какого-то мужика, справедливость выпадает. Ребята, ну, если женщина недоброжелатель, там реально наказание через смертельную болячку. Либо женские болячки, но серьезного плана. Это не то, что там, знаете, продуло. Нет, там конкретно. Так, что там, все карты? Или чуть-чуть подвинуть? Что-то я сегодня как-то не подрасчитала с трассой. Так. Ай, да какая прелесть! Шикарно, шикарно, девочки. Шикарно и мальчики. Сейчас, секунду. Просто музычка такая активная началась на недоброжелателей, прям такая веселительная. Человек пытается выставить защиты, обойти, то есть скинуть себя, отвод поставить, переложить на кого-то то, что получает по голове. Попытка обойти кармическую отработку. Вторая чакра по справедливости, сейчас уточним, что именно. Третья чакра, деньги, переход из стабильности, видимо, в нестабильность. Переход из одной работы во вторую, из одной семьи в другую. Третья чакра, треугольники, предательство. Ваш недоброжелатель с кем бы то, кому бы он не был привязан, сердцем, либо по выгоде. Предательство, обман. Любовники, любовницы, то есть там джекпот. Пятая чакра в хлам, сметена. Седьмая чакра, закрыта связь с высшими. Шестая, я еще уточню эти моменты. По шестой чакре, скорее всего, вашему недоброжелателю, вот просто, ну, самое элементарное, через сны показывают, где выход и что нужно сделать. То есть дают ключи, как выйти из этой жопы, чтобы что-то проанализировал. Первая чакра, я же сказала, здесь мужик колдовка, колдоебит по полной программе. Вторая чакра разочарование, третья потеря бабла дала по чувствам. Сердце закрыл, все меня обидели. Творчество перекрыто. Если это маг-практик, магии, все, для него нет. Она для него закрыта. Через седьмую чакру на него еще эгрегоры ополчились религиозные. И не только религиозные. Девочки, возможно, ваш недруг, мужик, начинает видеть через сны, как я и сказала, кто на него делал привороты. Поняли меня, да? Но это сейчас мы еще будем раскручивать. Пытается защитой себе поставить недоброжелатель, либо обойти за счет сотрудничества с другими людьми. Как я и сказала, ребята, попытка сбросить, попытка поставить отвод. Попытка, знаете, как-то вот просто обойти наказание за колдовство. Пытается наколдовать себе несколько защит.
Нет, ничего не работает. До свидания. Люди не идут к человеку. Помощников нет. Ну, пыхти, не пыхти, нет. За колдовство. И еще ему, видимо, это колдовство прилетело в обрат хорошо. И не только то, которое он на вас сделал. Тут человек поднагреб, я вам хочу сказать. Реально это еще надо постараться так вляпаться. Ради благополучия, говорит, все было. Даров судьбы хотел. Колдовал как мог, а теперь может кому-то давить на жалость для того, чтобы... Короче, ваш недоброжелатель, если к вам будет мыкаться, знаете, с чем? Ой, как мне плохо, пожалей меня, помоги, позычь, дай, ну давай. Поняли, да? Вот этого категорически делать запрещено. Так. По второй чакре человек... Здесь мужик, который импотент. Все, девочки, закрыт. Закрыт родовой системой. Здесь был, наверное, знаете, такой... Писюном махал вдоль трассы. Здесь проститутка, здесь мужик проститутка. И не надо рассказывать, что только женщинам это приписано. Это бред, это уже то, что будет отживать. Мужчины многие будут, конечно, ну, бедолаги, вешаться от того, что ожидает в дальнейшем их в обществе. Но если мужиками не будете становиться, будете платить очень жестко. Грубо выражаясь, мягко говоря. Здесь разочарование, пиписька не стоит. У баб то же самое, нет любви, нет возможности заниматься сексом. Здесь, скорее всего, по вот этим вот чакрам у бабы аж чесалась, дочесалась, видимо, допрыгалась. Прям разочарование. Уф. Фу, мне такое идет, конечно, я не знаю, не хочу я это озвучивать. Здесь этот человек за счет своей энергии сексуальной назаподлил своему роду. Из-за этого человека могли умирать дети. Поняли, почему прилетело? Возможно, мужик отказался от ребенка, кто-то сделал аборт. Мужики думают, что неадекватные, неосознанные думают, что они как бы ни при чем. Это бред сивой кобылы. Здесь обнуление защит и обнуление сексуальной энергии. Сексуальная энергия и денежная, они самые сильные. И человек натворил подлость. Здесь страдали дети из-за деяния этого человека. Да, хочет исцелиться, возможно, лечится. На погост бегает. Да надменный. Каких-то, может, ждет результатов анализа. Анализы. Сдал человек, поняли? Ожидает. А что будет дальше, как приговор? Слушайте, здесь еще мог быть... секс без защиты, и кто-то просто подцепил себе белиберду. Сифилис, СПИД, здесь что-то серьезное. Я же говорю, здесь не продуло. Либо какая-то серьезная, если даже и продуло, особенно если для мужчин, то там серьезные последствия по мочеполовой пошли. Очень большие последствия.
Здесь только можно залечить болезнь, но не вылечить. Хотя были предупреждения, что как бы... Если женщина, вот знаете, вот то, что мне шло, здесь женщина теперь та, которая может только вот, ну, брать в ротик, но кто к ней туда влезет, тот уйдет с букетом. Так, третья чакра. Ребята, как идет, так и говорю. Называю вещи своими именами. У кого слишком тонкая душевная организация, не травмируйте себя, уходите. Так, почему я эту колоду взяла, даже не знаю. Все, у человека что-то завершилось. Добро пожаловать в ад. Мир мертвых перекрыл полностью весь финансовый поток. Человек думал, что он ухватил боженьку за бороду. Здесь, знаете, было такое... У меня деньги будут всегда, постоянно, неважно какими способами я их достану. На какие сделки с совестью я пойду, все будет по-моему. Поняли, да? Так, я это затушу, потому что здесь уже горячо совсем. Здесь человек с помощью магии привлекал к себе достаток и деньги. Через огонь, свечами. Все это обнуляется. Здесь еще мужик, который через секс мог заключать договора. Вот увидел бабу, а почему бы нам с тобой через постель не скрепить наш прекрасный договор, да? Денег нет, и по сердцу шарахнуло. Это его учат, предки духи рода его учат. Это расплата за твои зависимости, говорят. Все, до свидания. Россия в полуфинале. Финансового, вообще поток финансов схлопнут. От слова совсем, пусто. Здесь знаете, что еще проходит, девочки? Здесь у вашего недоброжелателя большие бабки вылетают на лечение. Понимаете, здесь вот недоброжелатели явно не хозяева своим пиписькам. Совать во что ни попадя для мужчин. И позволять в себя всунуть, коль ваш недоброжелатель, женщина, кому ни попадя, это признак отсталого мышления. Это не... Как сейчас, знаете, многие, ну не сейчас, я не знаю, как сейчас нынешнее поколение, как-то за этим не особо выслеживаю, но хотя сейчас есть молодые люди, которым до 20 на порядок мудрее души, чем те, которым за 40. Бывает и такое. Но здесь, знаете, вот это вот прогрессивное общество, вот эти все моменты года. Вселенная будет учить людей очень многому, и это одно из. Здесь прям выкидывание бабла на лекарства, на эту болячку. Человек в курсе, за что ему это. Откровение получил. За то, что лгал, предавал, прилетело. Третья чакра закрыта. Здесь человека предали, изменили, выбрали не его, выперли. Здесь... Здесь может с кем-то... Да, здесь он был в отношениях, мужик. Все, женщина сказала «до свидос», которая там ему была нужна или была выгодна. Либо мужчина, неважно. Здесь, во-первых, магия на человеке.
Причем агрессивная такая магия. И сделано специально на то, чтобы через сердечную чакру качать его финансы. Собственно, видимо, это же самое этот человек делал и вам. Поняли, да? То есть, если, девочки, на вас женился, вы смотрите на бывшего, то есть женился на вас, играл роль мужа, якобы, в кавычках, любящего отца, только до тех пор, пока вы были ему выгодны. Здесь вот такая категория мужиков. Я поиграю эту роль, если мне это будет выгодно, пока не получу удобный шанс, более удобный. Ну вот. Здесь, кстати, баба, которая на него магичит, вот она ему в хлам и раздолбила финансы. И, возможно, вообще и от нее он заразился. Как вариант. Все может быть. Человек закрыт. Говорит, как это так, что же случилось, произошло, я-то думал, у меня идеальная семья, у меня все хорошо, а теперь я узник, теперь я одинок. А это отомщение идет. Очень многих людей кинул на деньги человек. И обращался к знахарям, к магам, колдовкам за удачей. Так, 5-я чакра, творческий потенциал схлопнут. Здесь может человек, кстати, ковидом болеть. Если не ковид, здесь заболевания легких, то есть воспаление легких, серьезные такие, знаете, моменты. То есть и творчество схлопнуто, все, человек, ну, некуда ему приткнуться. Были планы на деньги, но все это закрыто, все, завершение пути. Кстати, были, знаете, на что планы? Заключение договоров, где-то поехать, либо через интернет, либо за границей заключить договора. Не получилось. От него кто-то отрекся. Понимаете, здесь человек надменный, ставит себя выше других. Даже в рабочих... Знаете, какая категория мужиков? Это те мужики, которые на обслуживающий персонал будут, знаете, как к рабам относиться. Это ж первейший показатель быдла. То есть, девочки, вам, кто в курсе, на заметку. Кто не в курсе, точнее, вам на заметку. Вот по мужчине отлично видно, мужчина ли он, потому как он относится к нижестоящим. Понимаете? Здесь от него за его помыслы кто-то отрекся. Прямо, понимаете, система, люди, организация, Всевышний. Предки, духи рода прям забрали творчество. Человек не может делать то, что делал раньше, чем зарабатывал. Он, видимо, вам хотел приговор выписать и за это получил пропиздона вот такого плана. Вот это у него букет. Ну, мы ж вашего врага смотрим. Это приговор идет. Может, не только за вас. Не обязательно. То есть, понимаете, для того, чтобы вот так навернуло... Надо было, я же сказала, постараться. Поверьте мне, там не только вы одни, кого он предал, подставил, кинул на деньги, на кого он влиял магически, забирал ресурс, закрывал вам связь с родом, отбирал ваших там духов, помощников, фамильяров, как вариант, понимаете, ваши способности, переклады судьбы, вот это вот все. 6-я чакра. Что там за ключи? Да, девочки, здесь мужик, который узнал о том, что его баба бухает, трахается с другими мужиками. Все, ему прям показали это. В идеале показали с кем. Если не баба, здесь, понимаете, кидок на деньги от женщины по работе. Здесь именно кидок бабы, которая как практик, к которому обращался этот мужик. Поняли, да? Здесь прям подстава.
И сожаление этого человека о том, что он связался с этой женщиной. Девочки, если по поводу бывших смотрите, благодарочка Вселенной за то, что вот он нашел такую же помойку, как он сам. И здесь помойка еще хитро выебаннее, чем ваш вот этот вот быдлобой. Неисповедимы пути твои, Господи, да? Ха-ха. Отличненько. Отличненько. Прозренице пришло. Привороты. Здесь женщина делала привороты. Если в рабочих аспектах здесь баба прям с помощью магии его киданула, с помощью своих каких-то третьих лиц, знакомых, понимаете, киданула. Хотя притворялась беленькой пушистой, а сама имела в виду и чпокала во все щели его, пока он, как страус, голову в песок, а жопу вверх оставил. Вот так-то. Еще здесь такой момент. По 6 чакре. По поводу мага-практика, кто смотрит. Даже если это женщина, вот о чем я сейчас говорю, как о мужчине, здесь это касается и женщин. Мальчики, просто если смотрите на бывшую, там просто джекпот. Такой же. Короче, для девочек, для мальчиков здесь одно и то же. Здесь, понимаете, какой еще момент? Здесь могли покинуть охранцы практика из рода, которые просто и отошли. Знаете, какой момент интересный? Человек уже понял, за что. Открываются глазки, приходят истины, приходят инсайты. Прощения просит у Всевышнего, Боженьки, высших, у тем. Да неважно, у кого он выпрашивает. Но вряд ли у вас. Думает, помогут. Не помогут. Здесь человек, который не понимает, как работает. Ну, короче, ребята, не так это работает. Я поднасрал Вася и пошел, поставил свечечки в храме, и все прошло. Нет, такое не работает. Понимаете? Смотрите, прощения просит. Но здесь подселы. Здесь души, которые его будут трепать, выводить на определенный путь родовых программ, когда человека будут очищать через нищету. Полную нищету. Во всех аспектах. Здоровье – нищета. Деньги – нищета. Любовь – нищета. Радость – нищета. Фамильяры, заступники, магия, нищета. Везде, во всем нищета. Здесь такая категория людей, которая начинает понимать, что к чему, только тогда, когда они нищие. Понимаете? Этим людям нельзя давать деньги в руки, потому что они не способны пройти урок на испытание властью. Да, здесь очень много было махинаций, скрытых вот этих вот, знаете, кулуарных передвижений не только за вашей спиной, в бизнесе, в любви, в отношениях. Понимаете, здесь предательство, предательство. Человек думал, что он всегда будет предавать, и ему за это ничего не будет. Иллюзии рухнули. А еще человек, возможно, думал, что вы его, девочки, если кто на бывшего смотрит, возможно, вас обвиняли в том, что вы изменили. И он, возможно, изменял, манипулировал этой белибердой, понимаете, вместо того, чтобы открыть глаза. Так вот, теперь его действительно предали.
И у него теперь есть чем сравнить. Короче говоря, если на вас вот лил помои, клевету и поклеп в этом аспекте, вот теперь он как раз таких баб и достоин, которые будут все время изменять и прыгать на чужие пиписьки. А его только ради денег возле себя держать. Он понял, что он, как бы, понимаете, нарисовал себе воздушные замки о том, что возле него самая прекрасная женщина, что у него магия всегда будет при нем, если кто практик, да. Здесь человек предавал всех, любого предаст, лишь бы были деньги. И было выгодно ему. Ну, получает инсайты о том, что его ожидает. 7-я чакра, атака. Здесь прям атака, атака и атака на человека. Идет борьба, перепалки, перебранки. Здесь вопросы с религиозными эгрегорами, с традициями, с родом. Здесь, понимаете, диссонанс со всеми вот этими вещами, да. Связь с родом перекрыта, с религией. Религия только сунется к какой-то религии, каждая из религий будет его просто в дно опускать, для того, чтобы он оттолкнулся. Так делают со всеми. У каждого просто глубина разная. Понимаете? То есть сейчас я вам объясню. Пришел такой человек в храм, спасите, помогите. Там, не знаю я, элементарно, Николай Чудотворец, к примеру, там, или еще к кому-нибудь, к любому святому. Он приходит, просит помощи, поддержки, а ему еще хреновее в жизни становится. Просит помощи, поддержки, ему еще хуже становится. Понимаете? Да, предки, духи рода так распорядились высшие силы. Здесь человека будут учить делать правильный выбор. Здесь человек даже к силам, к темным, к светлым, к роду обращался лишь для собственной выгоды. Здесь привороты, привязки. Здесь знаете, какой мужик, который с помощью приворота искал себе женщин, привязывал, которые деньги ему приносили. Нашел та, которая готова побольше денег в него вкладывать, ну типа Альфонса, он сразу на нее приворот лепил. Если это практик, это человек, который тупо вот так и работал. Вот этими привязками, понимаете? И сдиралось дальше все, что только можно и нельзя. Да, здесь трансформация, здесь человека будут учить любить и чувствовать. Понимаете? Здесь слишком было многое позволено. А еще для кого-то из этих недоброжелателей смерть любимой женщины. Вот действительно любимой. Я сейчас не берусь, допустим, там, судить о качестве души этой женщины. Возможно, это мать, которая там, ну, реально изгадила жизнь этому мужику. Но она ему к сердцу, понимаете? Она хоть как-то проявляла там хоть что-то, какую-то заботу. Может, тоже только ради денег. Возможно, смерть проиграется. Ребят, тут справедливость. Тут справедливость, смерть, все по справедливости идет. Понимаете, сколько бы сейчас этот человек не гневил вас, боженьку, либо еще кого-то, здесь виноват только он сам. Он упорно шел к этому всему. Здесь смерть, справедливость падают, высший суд, влюбленная звезда, отшельник. И вообще иерофант изначально. Здесь человек многие семьи разрушал, многие души, понимаете, стабильность душ разрушал.
Кто-то с помощью магии, коль это практик, кто-то здесь мужик, который, знаете, не в состоянии брать ответственность. Здесь все, мрак. Мрак, 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 полнейший мрак, заточение, это наказание по справедливости. Атакуют его сейчас со всех сторон, ему кажется, что весь мир против него, но в принципе он прав. Ему покажут, Вселенная покажет, как на самом деле работает и магия, и этот мир, как на самом деле устроен. Обращался к кому-то за оберегом, чтобы как-то исправить ситуацию, чтобы защиты были. Помните, первую чакру я рассказывала, отводы? А наставник-то жадный, такой же, как и этот. В жертву его принес. Он ему что-то посоветовал. Здесь, девочки, знаете что? Здесь, если это какой-то обыватель обратился к практику, практик его в уплату отдал. Прям расплата пошла. Хотя ему сказал, что вот у тебя оберег теперь будет. Но здесь еще возможно, что кто-то встретил практика, который навешал пиздюлей, потому что увидел, насколько этот человек, ну, падальный внутри, понимаете? То есть отвесил по заслугам. Может и такое проиграться. И насколько он жадный. Поняли, да? Ну и сделал все как полагается. Возможно, это и показывает, коль вы являетесь наставником, отвалили по 1 число своему недоброжелателю. Этот ваш недоброжелатель решил, что он будет помощь получать, когда хочет, от кого хочет, с кого хочет, что хочет брать. Если это практик, то здесь, знаете, кто в роли вот этого наставника у него выходит? Какой-то его покровитель из мира темных, где договора заключались. Поняли, да? То есть тот, кому он служил, с кем у него были договора, вот те его и оштрафовали. Прям говорят, расплатись. Расплатись за свою жадность. Здесь этот человек, вот мне все должны помогать, всегда придет помощь, не слева, справа, сзади или спереди, неважно. Но помощь мне придет в любом случае, однозначно, это не обсуждается. А тут пришел высший суд на очередную его такую вот... на очередной такой выпад и сказал, ну, ты хочешь, мы тебе сейчас дадим помощь, мы тебе дадим шанс полностью утонуть, а ты всплывай. Вот так-то. Ему волю ломают. Здесь еще проходит мужик, которому идут штрафы за детей. Я уже об этом говорила. Здесь он мог делать, давайте так, или обычный мужик, или практик, здесь мужчина, или ваш недруг, может это и женщина. Магия этого человека влияла на детей. Прям переклады на детей делал через храм. Чернокнижие. Погосты храмы, погосты храмы. И здесь не обязательно христианство. Здесь и мусульманство, ислам, вот это все. Разводил семьи, кого привораживал, кого отвораживал, треугольники, возможно, вас сажал. Вот понимаете, вот вся белиберда, которую делал человек, сейчас на него вот как бы вся и кинулась. Новой жизни хотел. Ребят, здесь реально вот мужик отдавал в жертву детей. А я вам хочу, знаете, что, девочки, сказать еще?
Твою мать, блядь, блядь. Девочки, даже кто смотрит на бывших, у кого есть общие дети, здесь этот мужик, может, бухой делал, заключал договора, либо на перекрестке, вот именно в усмерть под чем-то был, либо в состоянии аффекта находился, я не знаю, он осознанно отдал вашего общего ребенка в уплату за какие-то свои блага. Все, на этом я завершу, по делам этой падали. Здесь прям осознанно это было сделано. Я согласен, я заключаю договора, только сделай ту отраву, которую я у тебя прошу. Обращение было либо к демонам, либо к бесам, неважно. Если практик, то здесь та же фигня. Только там не свои, конечно, не его дети, он, скорее всего, сразу чужих, а потом уже и не задумывался о том, как его детям это аукнется. Все по феншую. Здесь старался изо всех сил человек. Я же сказала изначально, для того, чтобы такое выпало, это надо, блядь, еще реально постараться. Понимаете? Тут вот реально надо было стараться, срать, плевать на высшие силы, на законы Вселенной, на законы магии, на кодексы чести, добра, совести, человечности, понимаете? Это даже среди таких же лжецов и таких же махинаторов, как этот человек, он решил, что он, видимо, самый умный. Но здесь нашлись люди похитрожопее, посерьезнее, и уделали и в бизнесе, и в любви, и по всем фронтам. Фу. Так что вот так вот. Сейчас почитаю ваши объявления, чуть не ляпнула. Оксана, а вы не думаете, одесситка я или нет? Спросите, да и все. Против его воли делали аборты. Ну а что ж ты за мужчина, если ты не в курсе, когда твоя женщина, с которой ты лег в постель, забеременела и пошла делать аборт? Почему ты не рядом с ней? Тебе плевать на женщину? Ну, значит, она вправе делать выбор тот, который посчитает нужным. Здесь мужик не брал ответственность. Это не против его воли. Это он не мужик. Вот и все. Тыкал куда попало и Венеру подхватил. Да, это ж ни хрена не планета в его случае. Кто кого продал, Маргарита, я не поняла. А, продула. Да, вот здесь еще наказание недругу идет на бесплодие, кстати, даже ваших начинаний. Кому-то делали на то, чтобы у вас не было детей. Понимаете? Чтобы у вас, возможно, что-то делали на половую чакру, вот бывшие тоже бегают, заказывают же, чтобы вы болели. Кстати, мужики делают забирают вашу красоту, представляете? Чтобы на вас другие мужчины не смотрели. Это, ну, вы называете это мужчина? Нет, это вообще, я не знаю, что. Это, блядь, даже хуже собаки. Собаки и то больше пользы приносят. Так, Маргарита, такие мужики, они долго к этому упорно идут. Чё ж там непонятного? Конечно, подхватит. Здесь мужик, который, знаете, как я вам хочу сказать, даже если здесь мужик был хозяин своему писюну, даже по пьяни, но делал вам на бесплодие, как вариант, вы в браке, это ваш бывший, у вас семья, все нормально. Он вклинивается и магией начинает делать, чтобы у вас был выкидыш, чтобы вы не могли забеременеть, чтобы вы по-женски болели, чтобы сексом с мужем не могли заниматься. Понимаете?
Он встречает какую-то клушу, или что ему там взбрендило, один раз с кем-то переспал и хватанул. То есть тут Вселенная по-разному может это обыгрывать. Но здесь сам факт того, что было вот жесткое и не единоразовое влияние на вас. Надежда, так вот ждите, он к вам появится. Ну, писюн упал, на деньги обобрали, бабы кинули. Нахер никому не нужен, значит, будет возвращаться к той, которая его любила, семью пыталась с ним создать. Или способна на это, когда у него ничего не было. Еще и будет рассказывать, что он типа император, и у него все есть. Ваши мечты и пожелания высшей силы услышали. Надежда, вот старался, жопу рвал, да, здесь, судя с того, какой расклад получился, возможно, он рвал ее не только фигурально. Итак, господа, товарищи, всех благодарю за просмотры. У кого есть желание, записывайтесь на консультацию, у меня все еще акция актуальна. Кому нужны чистки защиты, обращайтесь. Тоже актуально, беру людей сейчас. Всем осознанным добра этого мира. В комментариях оставляйте, как у вас что проигрывается. Вообще ваши эмоции от этого всего тоже можете оставлять, не стесняйтесь. Буду рада почитать. Ну и, собственно, всем до новых встреч. И пока-пока.